Запись пошла. Сегодня у нас 17 марта. Элла, расскажите, когда у вас был первый сеанс, что после него с вами начало происходить, что вас беспокоит? Кратко. Постараюсь. Мгм. Сеанс я проходила 2 февраля этого года. Когда все закончилось, у меня осталось, как говорили у нас, оскомина. Мне, во-первых, казалось, что, не будем называть ее имя, очень часто прерывала Викторию и не давала ей как бы закончить то, что Виктория начинала. Мгм. И потом я написала ей все мои аспекты, и, ну, вы можете понять, первый раз, когда я проходила, это эйфория, это не знаешь что, чего и как, и мозги разлетаются в разные стороны, но потом, когда это осело, я поняла, что она на некоторые вопросы вообще их увела. Мгм. Когда я старалась повторить, я тоже немножко нервничала, и кое-какие вопросы я не осведомила. Но я почему-то думала, что она их увидит перед собой и подскажет, как она подсказала про синагогу. Помнишь, Виктория? К сожалению, я когда Да, в том пространстве, я да, почти ничего не да, да, я сама забыла. Про религиозный эгрегор. эгрегор, да. Она напомнила. Но некоторые аспекты, которые меня интересовали, она не напомнила. Короче, значит, во-первых, я хотела бы знать, почему-то очень давно я перестала видеть сны. И вот когда Виктория мне сказала, чтобы я перенеслась в свое эфирное пространство, увидела себя и увидела тех, с кем мне надо побеседовать, ничего не вижу. Потом она как-то пропустила о личной жизни ответ полностью. То есть частично дала Виктории ответить, а потом ее как бы погнала дальше. И мне кажется, что после этого сеанса, мое счастье, у меня все-таки есть ангел-хранитель. Я вам сейчас скажу, что произошло, и я купила новую машину в январе. Это Toyota Corolla. Самая надежная машина. Мгм. И вдруг моя дочка мне говорит: мам, я приезжаю часто, внука привожу к ней, забираю со школы и отвожу. Мама, у тебя масло течет. Я говорю: Рая, не может быть, это новая машина. Мама, проверь, я увидела пятно. Ну, мне много не надо, на следующее утро я уже была на дилере, и они говорят: хорошо, мы посмотрим. И через 5 минут они меня зовут вниз и ведут к механику. Моя машина поднята, снято колесо, и я, наверное, до конца своей жизни не забуду то, что я увидела. Трансмиссия покрыта черной пеной. Представляете себе вот такой, Тарас? Вы Да. мужчина. Оказывается, из этой батареи подтекла кислота и медленно капала на трансмиссию. У меня, когда я это увидела, и когда они мне объяснили, что происходит, у меня сердце остановилось, потому что очень часто я со своим внуком в машине, Мгм. и со своей мамой в машине. Короче, у меня похолодело все внутри, как я ездила и как вообще... Представляете, если бы это капнуло на тормоза, и тормоза отказывают. Мне нехорошо стало, у меня, знаете, аж затошнило от страха. Короче, это все, они всю вынули, до последнего винтика поменяли. Приехал инженер с центрального офиса Тойоты, который в Америке, и подписал бумагу, что все нормально, они мне ее показали. Я бы хотела знать, что это. Это она или после нее
потому что я такого за 30 лет своей жизни не видела. Это 4-я машина, у меня такого никогда не было. Мгм. Ну и, конечно, проверите ли у меня все было налажено со здоровьем, потому что, честно говоря, проблемы, которые были, остались это... Для многих женщин главное это волосы, просто еще продолжают падать, хотя я каждый день, 2 раза в день прошу этот вселенский поток здоровья на себя приглашаю, и ногти мои до крови ломаются. Короче, проверить вот эти вот аспекты. Все, что вы увидите, все, куда заглянете, буду рада почиститься основательно. Хорошо. Хорошо. Это все, да? Да, Хорошо, Элла. Подключите, пожалуйста, микрофон. отключаю. Отлично. Вика, ты готов? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Что ты видишь? Ну, я услышала совершенная система и начала смотреть, о чем это говорится. Мгм. О чем? Я вижу, что я это как-то сразу поставила каким-то непроницаемым стеклом накрыла это пространство, где это все происходит. И смотрю это все как бы свысока. И я вижу, о чем это речь идет. Я вижу, что там этот портал открыт. Если взять по отношению к Эле ее ментальную карту, то это находится возле ее левой ноги. Сейчас это я рассматриваю отдельно от нее. И я считываю информацию, что в то время, когда мы работаем с людьми, помогая им освободиться от тех подключек, которым подключает Елена Гиллио на своих сеансах, Мгм. вот через этот открытый портал вот эта система технократическая, техномагическая, то есть вот этот у них работает механизм, и они как бы имеют доступ, чтобы считать эфирные ДНК людей, которые работают в эфирном пространстве с этими, скажем так, пострадавшими. Мгм. И через эти открытые порталы они проводят воздействие. Ну, мне сразу в голову приходит такая мысль, что совершенной системы в несовершенном мире быть не может. Да, и я вижу это уязвимое место. Что это за место? Я вижу, как во время, вот как только начинается сеанс, мы заходим в эфирное пространство, они готовят уже вот эту, как я говорю, кашу
воздействие на голову. Главная цель – понизить видение, яснопонимание. Мгм. Сейчас я это держу, я это все взяла, это все как в коробку. И я вижу, что я хожу как будто бы в защитном шлеме, в защитной такой, знаешь, как скафандр такой. Мгм. Ты тоже такой же. Белые? Ага. Мы считываем, то есть мы сквозь эту штуку все пропускаем специальный сканер. Мгм. Чего они боятся? Чего они боятся? Я слышу отражение. Это раз. А второе, чего они боятся, это возвращение. То есть они боятся отражения собственных энергий и боятся возвращения их энергии обратно. То есть карму они боятся. Я переспрашиваю. Мгм. Да, а почему они боятся карму? Я хочу посмотреть этот момент. Да, давай посмотрим. Интересно. Я вижу, что вот эти энергии, которые они как бы приблизились, то есть нельзя сказать, что прямо вся антивселенная, как мы ее можем назвать, там напала на нашу вселенную. Я вижу, что это какой-то, как рой отдельный. Мгм. Вот, и когда идет откат, этот рой возвращается обратно к какому-то большому вот. То есть вот этот рой на самом деле он небольшой по сравнению с тем глобальным злом, от которого оно прилетело. И каждый раз, когда отправляются откаты обратно, оно возвращается и как будто бы кусает тот, мне приходит маточный корабль, что ли. Материнский корабль? А мне приходит маточный. Маточный. Мгм. И они начинают как бы кусать друг друга там внутри. И они покусанные уже возвращаются обратно. А здесь опять получают откат. И опять возвращаются, и опять покусанные возвращаются обратно. И в таком, вот когда они ходят туда-сюда, туда-сюда, у них как бы теряется энергия, они становятся зараженными, они перестают быть такими очень сильно черными. И я вижу, что это энергия, это большая черная, оно как муравейник, все кишит вот так вот. Они буквально берут этот рой небольшой и рубят его, они его уничтожают. То Мгм. есть они боятся отката, потому что они боятся мести самой матки. Мгм. Потому что они сами себя поубивают. Да. Нелегка судьба интерферента. Это Так их надо. выбор. Да. Я вижу, что Елену держат там в заложниках. То есть она с ними подписала контракт. Ну, влипла она, конечно, по полной программе. Ну, нас это не касается, это выбор каждого. Да. Она свой выбор сделала. Я вот это пространство, которое я рассматривала, я его обливаю энергиями с этим антивирусом.
и оно исчезает и расцветает. И мы поснимали эти защитные костюмчики. Хорошо. Теперь давай на счет 3 найдешь эфирное тело Эллы. 1, 2, 3. Нашла? Да, я вижу, что картина та же. Все, Мгм. все на месте, ничего нового нет. Мгм. Но она держится как бы крепежом, стоит двумя ногами так четко. В руке, в правой руке ручка, то есть подписание контракта, рука держится в крепежах таких. Там пробирается с нижнего портала с этого. Пробираются, потому что мы начали сеанс. Я ставлю туда крышку Давай. с Отражать. зеркальным Да, отражателем. да. Вот такой купол с отражателем. Да. Пусть наслаждаются своими энергиями сами. Я спрашиваю, так, сканирую. Да, это Элла. Я спрашиваю, дает ли она разрешение поработать с ней для нее. Мгм. Да, она дает разрешение. Я говорю, что с ее позволения я сейчас вот эти все подключки, как бы огражу ее от них вот этими куполами с отражателем. Мгм. Вот этого духа, чтобы ей легче было работать. Вот. Она потирает руку. Я говорю, ну что, знает, когда она подписала контракт? Да, она показывает, что сначала, после того, когда она оставила заявку, и он как бы вступил в силу, когда она отправила деньги. То есть как только деньги пошли, вступил в силу этот контракт. Я говорю, когда началось воздействие. И я слышу, вижу, как идет в обход, и говорится, я слышу, считывается информация, что нужно было бы пойти в обход моего внимания. То есть они не могли сразу наброситься, хотя они это сделали. Если меня кое-кто разозлит, то я эти последние видео наши выложу на общее обозрение. Пусть вот эти разговоры, которые она распространяет, вот эти версии о чем-то психическом здоровье, пусть все увидят воочию, кого это на самом деле касается. Мгм. Я не люблю грязные методы. Я человек, который потерял в моих глазах доверие, я его просто вычеркиваю из своей жизни. Пусть живет как хочет, подальше от меня. Но меня лучше не трогать. Так, идем дальше. Я говорю Элли, что это ее пространство. Она очень доброжелательна, очень добрый человек. Энергия такая приятная, что она может защитить кого хочешь. Мгм. Я говорю, Элочка, ты можешь просто сейчас расторгнуть все соглашения с этой дамой, все контракты с ее энергиями и с ее так называемыми учителями, которые пообещали ей удивительные знания и богатство. Пусть Мгм. она с ними остается. Хочешь Я на говорю, контракт? что она должна это сделать как на физическом плане, так и на эфирном. На физическом плане это означает, что она должна разорвать все отношения, какие бы то ни было. То есть, а на эфирном плане
Да, я вижу, она заходит в тот момент. Вместо соглашения она пишет «расторгаю». Красные буквы, все взрывается. И вот ее черная рука, которая почернела от этого, она засияла, стала сначала красная, потом засияла, освободилась. И я говорю Элли, чтобы она наполнялась энергиями радости, света. Мгм. Чтобы она приказала этой ведьме забрать все последствия ее вмешательства, а также все программы. Потому что я вижу, что висит вот эта серая программа. Программа тоже у всех одинаковая. Это забор благополучия, и вот эти идет блокировка, да, идет блокировка сердечной чакры и горловой, идет как бы вытянутая рука, рука как стрела этой, ну, оно похоже вот на стрелу этих кранов высотных. И Мгм. там вот висит на этом кране, то есть рука у нее вытянута, как у всех, то есть она не сгибается. То есть и там весы, две тарелки весов. И на тех весах вижу Элла, вот такая черная куча, и она вот так вот это все берет, и одно разочарование, энергия разочарования. А вот здесь другие тарелки. И здесь золотые слитки, золото, энергии такие, и они сыплются просто на нее. Мгм. Я говорю Элли, чтобы она зашла в тот момент, когда именно была поставлена эта программа и показала нам. Мгм. Я вижу, что во время сеанса, в то время, когда Элла наполняется энергиями вселенского потока изобилия, я вижу, что на самом деле это энергии нашего пространства, так как энергии чистого пространства до прихода врага, плюс энергии, то есть уже как чистый выработанный иммунитет на это зло, на эти энергии. И вот Элла поднимается, то есть ее вибрации приближаются к тем показателям. И в этот момент я вижу, идет как бы гипнотическое воздействие, идет гипноз, внушение. А через нее вот эта подключка черная, которая тянется в сектор колдовства, я снова слышу это слово странное, техномагия, происходит как бы, и мне интересно вот этот механизм рассмотреть, почему оно так происходит. И я вижу, что, во-первых, было как бы открыто подсознание, а с другой стороны, вот эта черная энергия, потому что сам человек по себе не может никого загипнотизировать и никому вставить какие-то программы, если он сам не подключен к черным порталам. То есть эти энергии, которые воздействуют вот так нагло, да, агрессивно, они присутствуют только в черных порталах темных. Я говорю Элли, что она может сейчас отменить вообще этот сеанс, но перед этим пусть прикажет Елене забрать эту программу на убытки. И я вижу, эта машина, когда вот эта программа ломается, оно же уходит туда, откуда пришло, то есть в противоположном. Все через сердечную чакру, чтобы ушло туда, и через горловую. И вот в этом сейчас вижу картину этой машины с этим черным. Вот эта черная пена, это очень показательно, потому что мне сразу пришла картинка, что эта пена, это именно то,
что происходит это последствия этой подключки, что происходит на головах у людей с их мозгом. Это фактически как будто бы вот оно считывается как какая-то черная пена, каша, вот это такое все. Понятно. Я говорю Элли, чтобы она повышала свои собственные вибрации. Она может пробудить свою генетическую память и одновременно выдавливать из себя, выталкивать эти все подключки, программы. И одновременно пусть она приказывает, пусть эта ведьма себе все забирает, карму никто не отменял, пусть забирает все программы себе. Я говорю Элли, что она может призвать карму. Карму никто не отменял. Потому что по законам вселенных, всех вселенной, каждый творец должен испытать на себе дело рук его творения. Пусть забирает немедленно. Я говорю, что Тарас посчитает, и на счет 3 Элла будет готовиться и одновременно сделает все. Отдаст Елене, будет приказывать, чтобы Елена все забирала и отправлялась в свой портал с этими всеми программами и делает все, что хочет там. Нас это уже не касается, чтобы навсегда покинула пространство Эллы. И одновременно, чтобы Элла излечивала все свое пространство от этих энергий, воздействий. Да. Я говорю Элли, что она видит, что есть подключка. Ну, я их уже попрятала в эти колбы с отражателями, но они есть, их нужно отправить от сердечной чакры к этому духу. То есть это сила, побудительная сила, которая побуждает опустить руки, паниковать и бояться, и ничего не делать в свое спасение. Эту энергию, которая зависла у нее над головой, и вот эту энергию матрицы, которая как игла целится в ее сердечную чакру, в душу. А также я говорю, чтобы она посмотрела, где, как под микроскопом, рассматривают ее эфирное ДНК, частицу ее души, чтобы она выталкивала эту черную массу, которую поместили ей в душу, а свою чистую энергию, чтобы она вернула. И все, чтобы она это сделала на счет 3. Готова она это все сделать? Говори да. Хорошо. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и Элла это все сделает. 1, 2, 3. Она выходит в чистое пространство с этого, а это вот с этими колпаками, там все и есть. Я говорю, чтобы она все это отправила туда, откуда оно пришло, и закрыла все порталы, потому что это ее пространство. И никто не имеет права в него вмешиваться и вторгаться. Она эти колпачки выбросила в портал на переработку, а в каждую из этих дырочек порталов поставила антивирусную программу. Я говорю на счет 3, чтобы она все приказала вектор движения этим энергиям. Пусть возвращаются туда, откуда пришли. Это ее приказ. Я говорю, чтобы на счет 3 она это сделала. Чтобы оно шло и разрушалось само по себе до самого основания. На счет 3 Элла это сделает. 1, 2, 3. Да, оно буквально вынеслось как в другое высокое пространство. Я говорю, чтобы она перемещалась в безопасное место, а все эти подключки, привязки, чтобы она все отсекала от себя и остановилась только в безопасном месте, где ее никто не сможет достать. Мы с ней вместе. А эти пространства пусть она заливает антивирусной программой, и пусть идет здесь уничтожение, и все выливается, вот оно все смешивается и уходит в один сектор, в сектор этого интерферентов.
Мгм. Портал закрывается. Я говорю, что Элла сейчас может стереть всю память со всех информационных полей об этих энергиях, этих приключениях. Ничего не было. Ничего не было. И я говорю, чтобы она отменила сеансы. Сеанс с Еленой, убрала из своей энергосферы ее присутствие, ее энергии. Да, у нее это получается, она как будто бы вот вынула из пространства. Я говорю, что вместо этого эти энергии Елены пусть отправить туда, куда они должны уходить, и они уходят в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она расторгла с ней контракт, соглашение. Она никогда ее не знала, она может отменить это знакомство с ней, ничего никогда не было. Все уходит туда, в нижний портал. Я говорю, чтобы пустующие места Элла заполнила высокими вибрациями. Да, у нее энергосфера сильно повысила, ну, увеличилась, энергия повысилась. Сейчас я говорю, что знает ли она, что такое истинная чистота и святость. Я вижу, что она как будто бы что-то ищет. Я говорю, да, в недрах твоей памяти, твоей генетической памяти есть эти энергии, которыми была наполнена священная чистая Вселенная еще тогда, когда не было врага. Я говорю, что она может вернуться, и мы можем с ней пойти туда. Ну вот, Тарас, смотри, сейчас я вижу, я только подумала, на какие же энергии притянулась вот Елена и вот эти все энергии. И я увидела, что у нее есть как бы блок в области второй чакры. Что это за блок? Я так думаю, что мы... Нет, может, сначала энергию пойдем, наберемся по ведру энергии, а потом рассмотрим этот блок, чтобы уже было с чем работать. Давай. Я говорю Элли, что мы сейчас все попутешествуем вместе в ту вселенную, как бы мы сказали, доисторическую, когда во вселенной не было врага, не было зла. Я вижу, как мы по спирали опускаемся, летим по времени. О! Что? Какое-то животное, большое очень. Мы как будто бы свалились откуда-то. То есть мы попали в чужое, ну, то есть в наше пространство, когда-то оно было наше, но мы как гости из будущего. Угу. Так, мы все втроем здесь. Элла себя прекрасно чувствует. Я говорю, что зачем она нас сюда привела? Она же, наверное, где-то здесь есть. Она же вспомнила это пространство, эти энергии. Она показывает на это кого-то, кто это есть. Она. А кто это? Это в таком шарике кто-то летает. Такой беззаботный и веселый. Это мальчик. Это его эфирная часть такая. Я говорю, как она себя чувствует. Она себя узнает? Да, она нам показывает, что это она. Мальчик такой, ну, лет 12 или 14. Вокруг очень, ну, мне тяжело сказать, что это было на физике, потому что здесь такие энергии красивые и очень добрые. Такое спокойствие. Я спрашиваю, это она? Она говорит, да. Я говорю, пусть она сейчас погрузится в это состояние, в котором находилась она тогда, в эти энергии абсолютного добра,
благоденствия, беззаботности, радости. Вот считывается энергия радости везде и счастья. Мгм. Я говорю, она может наполниться этими энергиями, наполняться до тех пор, я говорю, Тарас, мы тоже наполняемся этими энергиями, пробуждаем свою Да, генетическую память мы тоже напомним. и возвращаемся уже полные, потому что вот этот процесс пробуждения нашей генетической памяти, можно с ним работать с двух сторон. А быстрее только работает таким образом, чтобы туда пойти, наполниться, и тогда вот эти препятствия, которые закрывают эту память, они как бы исчезают. Я Мгм. говорю Элли, что ну вот мы такие шарики. Я говорю Элли, что она может сейчас с легкостью убрать все препятствия, которые закрывают ее генетическую память о том прекрасном мире, о тех энергиях, которые на самом деле есть в ней. Она источник этих энергий. И пусть она пробудит эти энергии, этот источник, а все вот эти преграды и препятствия, блокирующие программы, пусть она прикажет убраться с ее пространства, с ее тела физического и эфирного. Она вот это снимает, как будто бы какую-то черную ткань с себя, и оно улетело в сектор интерферентов. Она закрыла портал. Сейчас я говорю, что самое время показать, что за блок, потому что был у меня вопрос, на какие же энергии могла притянуться такая чернь. Да. Так случилось, что она пустила в свое пространство это все. Что за блок во второй чакре? Я вижу, что это не черная энергия, это энергия серенькая такая. То есть вот это, что произошло, это при превышении полномочий, при превышении власти этих темных. Это противозаконные действия, то, что они делают. Поэтому они все и находятся в секторе колдовства. Мгм. Я говорю Элли, чтобы она отвела в тот момент, образовался этот блок. Ну, я не знаю, в каком это из воплощений, но я вижу, что женщина плачет на могиле. И вот этот блок, этот серый, это как... вот он похож на ту плиту, которая... И она сильно плачет. Я говорю, почему она плачет? У нее настолько низкие вибрации, что она буквально почернела. И она говорит, что я хочу уйти к нему. Говорю, к кому? Она говорит, к мужу. Я говорю, не глупость ли сказала тогда, в тот момент, Элла? Она как будто бы очнулась и она как будто бы вот ушла в этот нижний портал, то есть это энергия. Она встала и как бы очнулась. То есть вот какое-то как бы такое чувство, что как бы вот иголкой прицепили к этому, то есть какая-то зацикленность в этом моменте произошла. Так. Я говорю, ну, я сейчас не вижу, в каком это из воплощений. Оно просто вот такая вот эта вся картина стоит перед глазами. Я говорю, что любое горе можно пережить. Пусть она найдет своего мужа в эфирном пространстве и посмотрит, так ли плохо ему, как она о нем думает. Она нашла его, и
с удивлением увидела, что находится в прекрасном пространстве. Он радостный, машет ей рукой. И она посмотрела на эту могилу, где у нее слез больше, чем можно выплакать за всю жизнь, вероятно. Все черное, вот это все. А его ж там нет. Я говорю, есть ли смысл? И она как будто бы снимает вот с глаз какие-то вот такие как пленки и положила туда. Но я вижу, что это какое-то из прошлых воплощений. Я вижу, что эта женщина, она умерла там на этой могиле. М. Потому что в оригинальном варианте, как оно произошло, она вот я вижу, как... Поэтому я начала сейчас рассматривать, что за энергия ушла туда, в нижний портал. Я вижу, что эта женщина, она умерла там, и ее вот душа как бы с этими энергиями не смогла, ну, как бы выйти с этих низких пространств. Мгм. Сейчас она, ну, вероятно, она не могла не умереть, но она изменила эту ситуацию. Я вижу, что она буквально посветлела, и она идет в то пространство, где находится ее муж. И она вот как-то рукой еще тянет, как бы ее этот блок. Я говорю, что она должна это все прожить и осознать. Может, ей вообще не нужно умирать в то время? Она же может сейчас изменить все. Мгм. Может. Потому что она как-то вот так замешкалась, не знает, что делать. Я вижу, что она начинает как будто бы эти энергии снимать с себя, как тяжелые сапоги. И в этот момент я вижу, как она снимает этот блок, который образовался в ее второй чакре, потому что это связано с любимым человеком. И она выбрасывает этот блок из себя вот так. Он уходит куда-то туда вниз, а вместе с ним утаскивается этот блок с этой картинки, ну вот с этой могилки. Мгм. А также утаскивается этот серый блок буквально с ее эфирного тела в данный момент. И она вот поднимается вверх. Я говорю, чтобы она почистила все свое пространство, чтобы она эти все эмоции пережила, и чтобы она посмотрела на мир с этого момента. Все ли так грустно, как она думала? Она говорит, нет. Я говорю, чтобы она закрыла все порталы и поубирала со всех пространств и со всех времен все эти блоки. Это раз. Она убрала, закрыла портал. Сейчас я говорю, вот я вижу. Вот ее пояс, как родовой пояс, я слышу. И в одной точке идет такая полоска. Вот оно где-то вот, ну, если взять ее физическое тело, то оно уходит буквально прямо, где желчный пузырь. Вот как-то продевает не только вот этот образ родового древа, но также оно и влияет на ее физическое тело. И идет с сектора колдовства вот такая, знаешь, на что, на струну на черную похоже. Мгм. Я говорю Эле, знает ли она, что это такое? Что она мне показывает? Она говорит изменение генетического кода. Я говорю, каким образом и кто изменил? Потому что она сейчас, в данном моменте, может, это ее род, она принадлежит этому роду, и она имеет право изменять все в том пространстве, которое находится в ее подчинении.
Я говорю, что сейчас она может пойти в тот момент, когда был изменен ее род. Эта порча, когда была произведена, зайти в тот момент и изменить эту ситуацию. Мгм. Что-то снова связано с каким-то погребением и с магическим действием. Я вижу, что выкапывают человека. Выкапывают человека, душа привязана к этому. Не закапывают, а именно выкапывают. Душа еще привязана, то есть вот эта серебряная нить еще не ушла. Мгм. Я вижу, что производится, но я не вижу, чтобы прям все тело раскопали, но что-то копали. Вот оно что. Колдовской ритуал на этой могиле. Я говорю, знает ли она этого человека? Она вот мне показывает, и я так возвращаюсь, что это вот, я вижу 14 век. Мгм. Это кто раскапывает, это мужчина. Я вижу, как душа видит это все. Как бы эту душу от этого мужчины привязывают к другому человеку посредством колдовства. И этот ритуал сделал кто-то из родственников давно. Я говорю Элли, ну она уже это делает, берет это древо генеалогическое, и она подходит к этому человеку. Это мужчина. У него какая-то кожаная одежда есть, с кожи натуральной, плотная такая. Она ему постучала ему по плечу, он ночью это делал. Он и испугался, и так сильно уменьшился. А она ему показывает, вытащила его, увеличила и говорит с ним. Она ему показывает, что он сделал. Она показывает, что он родится в этом роду. Он рождался уже 2 раза, и еще 1 раз будет. Что если он не исправит эту ситуацию, то лично он очень сильно пострадает, и уже пострадало много людей. И он как-то так испугался и смотрит на эту могилу, а он был как будто бы, знаешь, как одержимый. Вот не понимает, что делает. Мгм. А после этого он так сел на эту могилу, говорит, черт попутал. Сейчас он просит прощения у этой души. Я говорю, что так интересно, когда вот заходишь в прошлое, а они так смотрят, не понимают, кто это с ними говорит. Я говорю, чтобы он просто отменил этот ритуал и избавил весь свой род от этой родовой порчи. Вот мне даже очень интересно. Видишь, как оно работает? На те энергии, которые есть внутри человека, на эти блоки, как эти твари хитро это все продумали. Сначала подстроят какую-то ситуацию, человек понизит вибрации, образуется блок, а потом они на этот блок навешивают. Точно как в этой сказке с гвоздем на стене. И при этом же делают человека самого виноватым. Я говорю, чтобы он отменил этот ритуал. Он отменяет этот ритуал, он выбрасывает, у него такая лампа, как там огонь внутри горит. Мгм. И он ее бросает и зарывает эту ямку, и с этой ямки он вытаскивает что-то светящееся. И я говорю,
крутящийся шарик, это произошел в этот момент замен. То есть он как будто бы закопал в этот подклад этот ген своего родового древа. Мгм. И вот этот черный выкатился, а я говорю Элли, чтобы она еще исправила этот ген, который возвращается на свое место. Пусть она его проверит, просканирует всю эту информацию, облагородит чистейшими чистыми энергиями фрактальной энергии, чистой Вселенной и возродит весь свой род, исправит генетическую ошибку во всех родах, назад и вперед, и по бокам, на все ветви ее рода. Я вижу, как она вот берет и отрывает этот род от того пространства темного. Я говорю, что вместо этого пусть она наполнит свой род этой божественной чистой энергией, первозданной чистоты, и все станет само на свои места. Да. Я вижу, чтобы она тоже вынула этот блок из физического тела. Оно как-то по спиральке куда-то уходит. Я говорю, просто вытолкнуть и просто выбросить. Не нужно много думать. Нужно просто делать. Да, она растворила этот блок. Я вижу, как что-то черненькое выходит буквально как будто бы из печени. Оно тоже связано с этим и тянется за этой серой ниточкой в сектор интерферентов. Я говорю Элли, чтобы она вытолкала все, что ей не принадлежит. А на пустующее место пусть распространяет эти чистые фрактальные энергии совершенства, радости, здоровья, благополучия. Да, у нее получается. Еще какой-то блок есть. Что за блок? Этот блок связан еще с одним воплощением. Я вижу, женщина беременна. Я вижу, что у нее погибает ребенок. И все вот это, видишь, как энергии смерти? Погибает ребенок, и она очень мучается от этого. Мгм. Я говорю, что она может, что ей, пусть она посмотрит на себя когда это было, и на себя сегодняшнюю, что сейчас до сих пор она чувствует этот блок и эти последствия. Нужны ли ей эти блоки? Я говорю, пусть она не прячет слезы. И свое горе пусть не плачет, не прячет. Я говорю, чтобы она насытилась своим горем, своим несчастьем. До той меры, пока она уже просто опустошится, когда это все уйдет. Она вместо этой боли пусть придет фрактальная чистая энергия добра, радости и счастья. Вот у нее получилось. Я говорю, чтобы она сожгла этот блок, выбросила в портал. Она это делает. Мы переносимся все в высшее пространство. Продолжаем здесь. Мгм. Хорошо. Так, Так, я смотрю. посмотри, да, что еще есть. Есть еще воздействие от подключки от Елены, вот со стороны, вот левая сторона головы как будто бы выедена. Мгм. Так. Я говорю Элли, что во Вселенной есть такое место, куда она может перенестись и набрать энергии
моментального оздоровления и избавления от всех чужеродных энергий и программ. Я Мгм. ей показываю, мы ей вдвоем показываем это место, но перед этим мы спросили у первоисточника, у этого света, можем ли мы Элли помочь, может ли она зайти в это пространство. Может? Может. Хорошо. Тогда на счет 3 мы втроем окажемся в этом пространстве. 1, 2, 3. Ну, мы быстренько с тобой эту процедуру сделали. А Элли говорят то же самое, будет больно. Я вижу, как она сканирует свое тело, которое вот некоторые моменты буквально там как бы спаивается что-то, а что-то раскрывается. То есть идут какие-то процессы. И раз мы уже очутились здесь, я говорю Элли, все ли хорошо, сумела ли она починить свое тело. И я вижу, как она вот так вот это вынимает, это испорченное, как бы пожеванное свое как на каком-то сите, бросает в этот портал колдовства и магии. Я говорю, чтобы она наполнялась фрактальными энергиями, распространяла эти свои энергии по всем своим внутренним пространством, внешним, приказывала всем энергиям негативным покинуть ее пространство раз и навсегда, чтобы она поднималась в более высокие, более комфортные пространства, а это все отсекало от себя, закрывало порталы, наполнялось светом и энергией, а также она может вот это иммунитет этот распространить по всем этим подключкам и пусть отправит все туда, откуда пришло. Мгм. Я говорю, чтобы она даже память свою почистила от этого всего, ничего нигде не было. На всех уровнях мироздания она может стереть память о присутствии в ее энергосфере этих энергий. Оно все ушло. Мгм. Да, сейчас она светится вот этим плотным белым светом. Я говорю, что она может задать программу в своей энергосфере. Она абсолютно неприступна и несчитаема для врага. Ее ДНК закрыта для чтения. Никто не может считать ее ДНК. Мгм. Также я вижу, что сейчас она как бы зовет свой род. Вот сейчас вот это то, что она обрывала и не могла оторвать свою линию родовую от какого-то другого этого пространства. Оно само, этот свет наполнился и само перешло в сектор божественного источника этого света. И я вижу, что сейчас она как бы стала единым целым с этим светом. Эти фрактальные белые энергии. Мгм. Ну, она, да, ей там хорошо, Конечно. там безопасно. То есть она сейчас знает, где набраться энергии, а также она знает, где восстановиться. Сейчас я говорю Элли, что ее рациональная часть хочет воссоединиться своей подсознательной частью, и она просила убрать блок, который мешает ей визуализации, потому что на самом деле ее подсознательная часть может путешествовать по разным пространствам, и она это делает. Она хочет это еще видеть. Да. Я говорю, есть ли блок, который мешает визуализации и видению? И она вынимает какую-то красную штучку,
Она вот так вот вынула и вот так положила. Но это было в каком-то прошлом воплощении. Я вижу человек какой-то. Мгм. Он как-то с какой-то энергией, энергично какую-то штуку красную вот так положил. Он где-то из головы вытащил. Мгм. Я говорю, чтобы Элла показала именно тот момент, когда произошел этот блок. Мгм. Я вижу этот мужчина. Он художник. Он очень похож, это тот же самый, который делал этот ритуал на кладбище. Мгм. Мгм. Я вижу, что он рисует. Но я не вижу, чтобы он очень хороший художник был. Картина у него такая не очень. Он ругается на себя. Он на себя ругается. Я вижу, что этому способствуют его интерференты. Подкрадывается из сектора интерферентов энергия Мгм. темная. Он бьет себя вот так вот, прямо в лоб, в область третьего глаза. И он на себя ругается. Я вижу, как в этот момент он наливает то ли воду, то ли водку. И он смотрит на свою картину. Ну, я ж его глазами смотрю. Она ему кажется уродливой. Но Мгм. там ничего уродливого нет. Он рисует женщину. И его внимание приковано к одной части этого холста. И она ему не нравится. Ага. И он вот так вот делает, рукой бьет себя и говорит на себя плохое слово. Ну, типа дурак. Мгм. Ну, хотя как бы если взять, то это не соответствует этой ситуации. Я ему говорю, чтобы он э, услышал, что я с ним говорю. Я говорю, что Элла– это он в будущем воплощении. И Элла пришла к нему, чтобы поговорить с ним, потому что из-за его этой психологической травмы сейчас у нее проблемы. Она не то, что рисовать не может, она ничего даже не может увидеть, даже снов своих, даже визуализировать. Она хочет с ним поговорить, чтобы он понял, может, он захочет изменить эту ситуацию или прожить, чтобы убрать этот блок. И у него, он говорит, что он хороший художник, что его картины продаются очень быстро. И у него вот эта завышенная претензия к себе, он говорит, что как бы его совершенство, он не может достигнуть совершенства. Он хочет, но он чувствует, что он несовершенный. И у него такая какая-то идет, он буквально как будто бы плачет, кричит, ну, истерит. И в нем происходит как бы разрыв вот с подсознательной и рациональной части. Мгм. Я говорю, и что? Картины стали лучше выглядеть, легче стало писать после такой драмы. И он себя показывает, что он вот начал пить и перестал рисовать, то есть покатился как художник не туда, куда он хотел. Я говорю, вот видишь, а причина кроется в этом блоке. Может, тебе нужно было бы
как-то по-другому посмотреть на эту картину. Говорю, потому что я тоже художник, и я смотрю твоими глазами, я бы такое не нарисовала. Что ты такое рисуешь? Говорю, можно я своими глазами посмотрю на твою картину? И вот сейчас вот это его видение какое-то исчезает. И я вижу очень красивая картина. Она написана вот в таком стиле античном. Мгм. А я говорю, ну, а сейчас посмотри моими глазами. Разве это не красота? Разве это не совершенство? Потому что перед этим картина какие-то были ломаные такие фигуры, типа какой-то авангард, что-то такое. Но я вижу, что это он смотрел, то есть вот это мышление ему навязывалось этим интерферентом, как матрица перед ним была. Ну да. А он берет эту картину, смотрит и говорит, да, красиво. И сейчас я вижу, как эта картина как бы разворачивается в противоположную сторону. Вот этот красное что-то светящееся такое, ему просто в лоб. И начинает это все прокручиваться в обратном порядке. Он смотрит на свою картину, вот докрутилось до того времени, что он снова смотрит на свою картину, и он радуется. И сейчас я вижу, что в эфирном теле Эллы происходит вот такое как бы соединение, то есть вот ее как голова, как бы рассоединение такое было. А сейчас вот это все уходит. Я говорю, чтобы она убрала этот блок, и она научится видеть и понимать лучше саму себя. Я вижу, как этот блок ушел вот в тот портал. Я говорю, чтобы она очистила, вытолкнула его с самих низов. Все программы и энергии, связанные с этим блоком, чтобы она тоже убрала. Это не имеет значения. Вообще это. Я художник, творю как хочу. Я так вижу. Не правда ли? Он говорит, правда. Я говорю, ну вот, видишь? Мгм. Хорошо. Да. Посмотри сейчас на эфирное тело Эллы. Вот что интересно, у нее вот там между глаз свечение, то есть ее 6-я чакра, она 7-я, они как бы сразу заработали, засияли. Ага. Ну все, теперь сны пойдут. Должны. Да, то Между таки. прочим, у нас был такой случай, что буквально на следующий день мальчик просыпается и говорит, что мам, это так интересно, первый раз в жизни я увидел сон, да такой красивый. Ну, мальчик там лет 20. Мгм. Вот. Да. Но сейчас я смотрю, оцениваю все тело Эллы, и я вижу, что у нее вот эта подключка, еще эта программа на убытки, она еще не забралась. Почему? Она, а я спрашиваю, почему? Она же ей отдавала. Мгм. А, Я говорю, пусть она ей еще раз отдаст. Что это такое? Может, а, она очень сильно как бы привязана к Елене через эту ситуацию. Это ее как бы очень выбило из колеи, и вот это возмущение, да как же это так, как это возможно? То есть на подсознательном уровне она же знала, кто это виноват. Мгм. Я говорю, что... Потому что я вот вижу эту картину, когда она вот подходит к машине, стукнула по колесу автоматически ногой и смотрит вниз, и вот это видит. Ну, сейчас я уже картину вижу, как бы она видит эту машину, машина висит вот там, На подъеме. высоко.
на подъемнике, да. И вот в этот момент такое как бы, ну, она же поняла, ее подсознание знает. То есть в тот момент, когда она выходит на улицу и смотрит, что там есть это пятно, и до следующего раза, пока она уже не осознала, что это такое, вот произошел этот. Я говорю, что люди такие, какие они есть. Одни благородные, а другие нет. Нужно мир принимать таким, как, ну, какой он есть сейчас. Потому что вот, она это поняла. Она отдает ей это все. Я говорю, чтобы она эти все привязки, все энергии, все ей отдала. Пусть себе эта ведьма забирает. Мгм. Я говорю, что сейчас в ней живет эта энергия, этот источник энергии. Она ее знает, эту энергию, потому что это энергия чистоты, которую она пробудила в своей памяти. Пусть она ее разбудит. И каждый раз она может это делать. И наполнить светом гармонии и чистоты все свое пространство и выталкивает эти все энергии, программы, и пусть отдаст все последствия. Вот сейчас крышка закрылась, она повесила замок. Я говорю, что она может атомную бомбу бросить на эту крышку, пусть взорвется и исчезнет все. Мгм. Посыпалась как пепел, но она же эти энергии свои распространяет, и пепел превращается в цветы. Я говорю, что она может очистить своими цветочными чистыми энергиями все свое пространство и распространить гармонию и красоту на все, что ей принадлежит, на свой дом, на свои машины, на свою семью. Все, пусть она наполняет своими собственными высокочастотными, чистыми, светлыми энергиями. Также свой город, свою страну, свою вселенную. Мгм. Потому Получается? что, ну, конечно, получается. Хорошо. Так, Вика, у нас еще остался один вопросик про здоровье. Эллу беспокоит волосы, выпадение. Так, я говорю Элли, чтобы она посмотрела внутрь самой себя и нашла эзотерическую или И физическую ногти, причину. и Да, я ногти. вижу, что она их как будто бы грызет. Ага, Вот в ее пространстве, вот я хочу именно считать точно, что значит эта программа. считай. Эта программа называется саморазрушение. Я М. говорю, где эта программа кроется? Где этот блок, чтобы она вынула и показала? Она вот так вынимает этот блок с пятой чакры. Она как будто бы шею так открывает, и там как будто бы такое что-то серое и какой-то блок. Я говорю, что это пусть... я говорю, чтобы она отвела в тот момент, показала мне, когда возник этот блок, когда она решила, что себя нужно разрешать. Не разрешила разрешать. Да. Какая-то идет сбой программы, поэтому я так сказала. Что-то там идет не так. Что идет не так? Я говорю Элли, что ничего скрытого нет, чего бы она не могла увидеть, осознать и показать мне. Пусть она осознает. И как только осознание придет, все воздействия и программы и блоки уйдут. Осознает он? Но я так вижу, что этот мужчинка накуролесил хорошо. Снова этот художник перед нами.
Я говорю, ну мы же с ним уже поработали, уже колдовство забрал, уже картину свою полюбил, свое творчество. Я говорю, ну картину полюбил, он же уже не должен быть алкоголиком, он же изменил свою ситуацию. Я говорю, пусть возвращается туда, когда он начал себя уважать, любить и рисовать так, как он хочет, без претензий к себе. Помогло ли это ему стать художником, обеспеченным в старости, продавать картины? Да, я вижу, что это помогло. Я говорю, так почему до сих пор это еще блоки эти сидят? Говорю, пусть он пойдет в этот момент, когда вот этот блок, вот он, у него такая мода была, бить себя. То он в лоб бил, а сейчас он говорит, в горле у меня. И вот так вот себя бьет, в горле у меня, и бьет себя. Я говорю, ну вот, Элла снова к тебе пришла. Может, ты уберешь этот блок? Что случилось на этот раз? Ага, он любитель был выпить. Сейчас он на это все посмотрел, Элла ему показала, и он как бы последнюю рюмку водки выливает, ну не пьет, а выливает, смахнул эту бутылку, это все смахнул и заходит в тот момент, на котором он исправил этот блок, когда он вот начинает смотреть и видит красоту своего творения. И вот в этот момент этот блок уходит. Этот блок он сам себе поставил, и он находится сам у него в секторе колдовства и магии, и именно это послужило тому, что вот эти подключки от Елены, вот эта программа тяжело убиралась. Если бы мы этот блок не убрали, она могла как-то, то есть действовать. Вернулась бы, да? Да. Я говорю, Элли, пусть она в том своем воплощении полностью почистит, уберет этот блок, изменит свою ситуацию, вытрет эту ситуацию из своей прошлой жизни, а также изменит все события во всех воплощениях потом. Вот оно ушло. Я говорю, пусть она стирает, а в пустующее место наполняет фрактальными энергиями успешности, счастья, любви, здоровья, красоты. И вот сейчас я вижу, как волосы растут, как трава, так как будто бы посеянная трава, так быстро-быстро. Я говорю, так, а ногти наши? Вот. А вот эти погрызенные ногти выросли такие большие, красивые. Я говорю, все программы, которые негативные, которые мешают быть красивой, с прекрасной шевелюрой, с длинными ногтями, все программы, которые мешают быть здоровой, самодостаточной, любимой самой у себя в первую очередь. Все Элочка может заменить, выбросить их и заменить на энергии здоровья, красоты, красивой шевелюры буйной, красивых длинных ногтей. Пусть все процессы в организме омолаживаются, потому что в той светлой вселенной, где она только что побывала, и где она вспомнила эти энергии. А что такое энергия? Это информация. То есть в ней уже запечатлена эта информация абсолютного здоровья, красоты, счастья, успеха. Вот, она себя ремонтирует. Мне это нравится. Мгм. Ее вся энергосфера ремонтируется. Я говорю, чтобы она просканировала еще раз все свое эфирное тело и удалила все негативные воздействия программы энергии и заменила их фрактальными энергиями радости, счастья, безмятежности, здоровья и красоты, и успеха, и исполнения всех хороших желаний на благо ее и благо ее рода и благо всей Вселенной. Сейчас ее энергосфера еще больше увеличилась, она свободна. Мгм. Отлично.
Что ты Мы видишь? все втроем. Ну, я вижу, что мы в нашем рабочем пространстве, вот везде вот эти красивые, прекрасные, чистые энергии. Ты, я, Элла. Мгм. Спроси Эллу, мы все для нее сделали, что должны были сделать на этом сеансе? Она говорит, да, Мгм. Мы можем завершить работу для нее? да. Хорошо. Тогда будем прощаться. Пусть Мгм. летит. Хорошо. Проверяй, Вика, пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, вот это мне нравится, все чисто. Мгм. Отлично. Можем выходить? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Элла, включи микрофон. Вика, как себя чувствуешь? Как путешественник во времени. Отлично. Расскажите, Элла, что-то чувствовали во время сеанса? Вот что я почувствовала. Так, в общем-то, я сидела, как говорится, без изменений. Но я почувствовала, когда Вика сказала, будет больно, вот здесь как щелчок произошел. Вот у меня обычно голова болела вот здесь. Я всегда это думала, что давление падает. Мгм. Вот как бы такая мгновенная, ну, не боль, как бы неприятность, и исчезла. Мгм. Ну и наворотила сучка с ручкой. И вот Да. Ну, как есть, да. Вика, а какой ты меня видела вот после всех очищений? Прошлый раз ты сказала, ты меня видела как ангел, борец света с мечом даже. Сейчас мы все... Сейчас утихомирилась, воевать нечего, не с кем, нужно наслаждаться жизнью. Сейчас мы все были одинаковые, эти прекрасные гармоничные энергии, они гармонизируют, они человека фактически охраняют, и человек становится как бы неуязвим, невидим. Понятно. Но очень важно, как видите, пошли настройки. Во Вселенной пошли настройки, и очень резкое пошло очищение. Да? Очищение. И одни резко пошли вверх, а другие резко пошли вниз. То есть вот это идет разделение, и это люди все пишут, они чувствуют, что резкое идет разделение, то есть идет как бы разделение людей на два лагеря. То есть кто за свет и кто за тьму. Вот. Так что все, но все пишут, что чувствуют какое-то вдохновение, облегчение и радость. Мгм. Это замечательно. Один вопрос. Раньше, до всего, я читала перед сном молитву на здоровье. Из Торы есть такая молитва. Как мне теперь посылать вот эти вибрации своим родным и друзьям, которые нуждаются в помощи в выздоровлении? Могу Ну, я просто... это, понимаете, вот это тоже, смотрите, тут очень тонкая грань, потому что между заботой о других и вторжением в их пространство. На самом деле мы не знаем, а может они на самом деле не хотят быть здоровыми, Понятно. а мы их заставляем, да? То есть и эти все молитвы нужно, я думаю, что ваше подсознание, ваша душа почувствует, потому что молитвы кем-то были написаны. И вы представьте себе, что этот человек, который писал эту молитву,
он писал в соответствии с своим внутренним состоянием. То есть, может, конкретно у него что-то на тот момент специально беспокоило. Ну, и когда вы читаете эту молитву, очень вероятно, что может пройти такое наложение этих информационных полей. Я, конечно, не знаю, что это за молитва, но ваша вот уже очищенная душа, вот вы можете почувствовать, это вам подходит или это вам не подходит. Может, это прекрасная молитва, я не знаю. Нет, просто говорю, чтобы не читая эту молитву, могу ли я, например, пожелать своей, как маме, брату, детям, внуку? Ну, конечно же, что вот эти желания... Ну, смотрите, что такое молитва? Это кто-то записал. Это представьте себе, что нас же как на экзаменах учили? Говорить человеческим языком. Мы же с друзьями говорим, не читаем с бумажек, да? Да. Нас раздражало, когда вот ЦК КПСС все читала по этим стандартам, да? Я думаю, что ваше обращение к Вселенной своими собственными словами, потому что это будут именно те слова, которые нужны именно в это время, и оно намного сильнее. Понятно. Благодарю. Элла, скажите, пожалуйста, мы можем опубликовать ваш сеанс? Ну, конечно, я опубликовала первый, пусть увидят, его она там нахомутала. Отлично. Лицо можно не закрывать? Благодарю. Что закрывать? Я ничего не делала плохого, наоборот. Это точно, это точно. Да. Я такой человек, что я всегда была и есть и буду такая, что если я могу помочь кому-то, я, ну вот, на тебе все, что могу. Это Людмила Кандаурова, помнишь, Вика? Да. Второй раз была. У меня с английским намного легче, потому что я когда-то дома занималась, у моей мамы была идея, чтобы я была переводчиком. Я, конечно, рогом упиралась в школе, но потом поняла, какое это счастье. Приехала сюда, мне надо было просто вспомнить. И с языком у меня намного легче, чем у Люды. И я помню, мы когда работали, я говорю, Люда, ну спроси, что тебе надо. И я ее таскала везде, где ей надо было, и рассказывала. Я говорю, вот я прошла через такую боль, не ходи туда. Она говорит, ты знаешь, ты первый человек, который мне что-то помогает и объясняет. А все какие-то, она говорит, стоят в стороне и боятся рот открыть. Я говорю, нет, я с такими людьми не общаюсь. Я готова всем помочь. Я очень люблю людей, люблю помогать. И если я что-то знаю больше, чем кто-то, и он нуждается в этом, что я знаю, с дорогой душой. Поэтому я надеюсь, что все мои пожелания пойдут вверх и к тем, кто в этом нуждается. Конечно. И я благодарю, Элла, за такой интересный сеанс, да. Вау, я обалдела. Оказывается, вот откуда в нашей семье. У меня папа рисовал, он когда был на фронте, он рассказывал, что в памяти рисовал Сталина и Ленина, эти вот выпускные листки, которые поднимали так бы настрой. И когда у меня получился запрет на медицину, он мне говорит, давай попробуем порисовать. И вот я порисовала, стала модельером, художником, а потом конструктором. Поэтому теперь я понимаю, оказывается, во многом. Спасибо вам большое. Благодарю за... Пожалуйста. Я понимаю. Тарас, я вам признательна. Я знаю, что для вас это немножечко накладно. За спасибо. Почему? Но я верю, что когда люди делают добро, им возвращается все сторицей. Добро идет вверх, добро возвращается. Я вам желаю огромных успехов в вашей жизни. Я вам желаю здоровья и одному, и другому. Виктория, самого лучшего. И желаю тебе остаться здесь с нами. Не уходи, не уезжай. Хорошо, спасибо. Люблю вас всех и желаю вам всего. Я вас, Эллочка, люблю. Золотой человек. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.